Итак, фризер для мягкого мороженого серии MQ предназначен непосредственно для приготовления мягкого мороженого. Также на нем можно делать граниты и сорбенты, ну, то же самое, допустим, слаш. Используется на предприятиях общественного питания, кафе, ресторанах, фудкортах и так далее. То есть работать на аппарате можно как и в закрытых помещениях, так и непосредственно на улице. Но самое главное, на что нужно обращать внимание, это на соблюдение условий по эксплуатации. То есть, чтобы, соответственно, с сторон фризера было пространство, чтобы была свободная циркуляция воздуха, ну так, соответственно, влажность помещения и температура. Особенно за этими параметрами нужно следить, когда вы работаете на улице, да, что обычно продается там в жаркие летние дни, когда температура поднимается выше 35 градусов. Вот, поэтому здесь нужно быть аккуратным именно при эксплуатации на улице, чтобы не убить фризер. Так, итак, давайте начнем с комплектации аппарата. То есть в комплект поставки у нас входит, получается, паспорт, руководство по эксплуатации, запасной клапан и силиконовые уплотнители. Два уплотнителя на шнек, два уплотнителя на выпускной картридж и по два уплотнителя, нет, 6 уплотнителей на непосредственно поршне. Так, разумеется, также аппарат поставляется с крышками, с крышкой для слива, крышка для сбора того, что капает с аппарата. Вот, 3 ручки, держатель ручек, ну и, соответственно, то есть 4 прижимных ручки и сам клапан. То есть принцип устройства аппарата, да, что находится у нас здесь 2 емкости, они охлаждаются, внутри них находится шнек. Шнеки вращаются, нагнетают смесь и, соответственно, в это время происходит охлаждение. Бункер у нас идет каждый на 5,3 литра. То есть, разумеется, рабочий объем самой камеры он гораздо меньше, то есть большая часть у нас начинки остается здесь наверху. Вот. Но порции мороженого делаются достаточно быстро, и это не сильно влияет на производительность самого аппарата. Итак, давайте рассмотрим панель управления аппаратом. Сначала хочу сказать, что на аппарат у нас имеет 2 компрессора. Первый компрессор у нас идет на охлаждение рабочих емкостей, в которых непосредственно формируется мороженое. Второй компрессор у нас идет на охлаждение бункеров, куда заливается продукт. Также есть воздушный насос. Сейчас позже объясню, что зачем. Итак, перейдем к панели управления. То есть панель управления у нас электромеханическая. И присутствуют следующие кнопки. Да? Это режим у нас автоматический, при котором производится как раз работа аппарата. То есть при нажатии кнопки авто у нас включается компрессор на охлаждение рабочих бункеров и включается функция перемешивания. Следующая кнопка у нас идет кнопка очистки, либо также эту кнопку можно использовать как для смешивания смеси внутри рабочего цилиндра. То есть у нас работают шнеки, работает привод, но при этом не работает охлаждение. То есть моете аппарат перед началом работы, моете аппарат после начала работы. Соответственно, при нажатии кнопки Clean будет работать индикация очистки аппарата. Дальше у нас идет кнопка остановки, и также она используется для входа в режим настроек аппарата. Далее кнопка у нас идет функция ночного хранения. То есть если у вас в емкостях осталась смесь, можно ее не сливать, не выливать, просто установить функцию ночного хранения. Основной компрессор не работает, вращение, двигатель не работает, работает только у нас компрессор на охлаждение емкостей. И, соответственно, 2 кнопки у нас идут для задачи регулировки по плотности самого мороженого и настройки других показателей, да, когда мы входим в функцию настройки. Далее идем. Есть у нас счетчик порции мороженого. То есть, когда вы находитесь в режиме авто, при нажатии каждого, один раз нажимаете клапан, счетчик у вас срабатывает. То есть, соответственно, вы считаете, сколько порций у вас было получено за рабочую смену, либо за день. Потом также этот показатель можно сбрасывать.
функция, не функция, индикатор, показывающий, что у нас включен режим охлаждения. Эти шкалы показывают степень готовности мороженого. Да, что когда мороженое полностью готово, он доходит индикация до верхней зоны. Когда индикация доходит до верхней зеленой зоны, аппарат автоматически отключается и, соответственно, через заданное время он снова включит охлаждение, снова продолжит свою работу. То есть эти параметры также они все регулируются. Во время нажатия кнопки ночного хранения загорится, соответственно, луна, и аппарат будет работать компрессор на охлаждение емкостей, и также он будет работать через определенный период времени, да, который точно так же можно задавать. Ну и непосредственно у нас показатель, который показывает плотность мороженого, да, который вы делаете. Потому что если, например, вы будете слаж, у него плотность будет ниже, и нужно будет плотность задавать меньше. Регулируется параметр в диапазоне от 1 до 30. У нас стоит непосредственно на 23, ну, то есть просто такой режим выбрали. Вот, также два тумблера находятся под панелью управления. Первый тумблер идет выключение полностью аппарата. И тумблер находится слева, это на включение воздушного насоса. Воздушный насос нужен для того, чтобы... То есть он просто подает воздух в первый и второй бункер. Что если у вас слишком плотная смесь, он просто включается, за счет этого, как раз из-за циркуляции воздуха, смесь будет у вас проваливаться в рабочие емкости. Ну, то есть суть работы примерно следующая. Вот, по настройкам, да, опять же, то есть вот плотность можно регулировать. То есть зажимаем на 2 секунды, и можно будет увеличить, можно будет уменьшить. Через 2 секунды он загорит, перестанет мигать и задастся заданная плотность. Вот. И непосредственно у нас мороженое уже готово. То есть под сливным клапаном также у нас находятся заглушки, да, то есть такие, которые продают форму выходящему мороженому, так скажем. Ну и посмотрим, что у нас получилось. То есть первый экран, это у нас было мороженое клубника. Да. Третий экран, это у нас шоколад. Слушайте, да, что аппарат мигает, это он считает непосредственно порция. И средний экран это будет смесь из 2 начинок. Мягковато мороженое получилось, надо плотность увеличить будет, но результат мы видим, да, то есть обычно мягкое мороженое, вкусный летний десерт.